Ребятушки, сегодня мы трогаем новенький хрустящий, только-только анонсированный светосильный прайм от Viltrox 85 мм f1.4 Pro. Ну и судя по начинке и его характеристикам, приставка Pro тут неспроста. У него есть неожиданно сильная сторона, которая в ту же очередь является и слабым звеном этого объектива. Здорово, тут Максим Густарев на связи, ну и давайте разберемся, насколько он хорош в деле. Здесь у нас классическое фокусное расстояние 85 мм, дырка f1.4 и Тильдик Pro. И спрашивается, а нафига? Я не про Тильдик Pro, я про существование этого объектива в принципе. Сейчас рынок и так перенасыщен объективами с подобными характеристиками. У нас есть Sony G-Master, Sigma Art, Samyang, Meike, Sirui, Aurora. А тут еще и Viltrox подоспели. Напомню, что многим они полюбились благодаря фиксам с дыркой f1.8. Я уже записывал обзор на 35 мм f1.8 и обзор на 16 мм f1.8. Вот тут посмотрите по ссылке. Объективы мне очень понравились. И может возникнуть вопрос, а зачем они сделали очередной 85 мм f1.4? Чтобы его покупали, объектив должен иметь какое-то преимущество перед другими объективами на рынке. И на самом деле этот объектив этим преимуществом обладает. Ну а чтобы мне быть более объективным, давайте сделаем для этого объектива объективную оценку по следующим параметрам. Начнем с оптических характеристик, куда входит разрешающая способность, хроматические аберрации, дисторсия, виньетка. Оценим скорость и адекватность работы автофокуса, дальше у нас будет сравнение веса, отдельно качество материалов исполнения, дизайн и, разумеется, цена. Оценивать я буду по 5-бальной шкале. Сразу дисклеймер, все тесты, ребят, не лабораторные, я их делал на коленке, к сожалению, у меня нету G-Master, чтобы сравнить с ним. Но на руках есть Sigma 85 мм f1.4 Art, поэтому будет с чем сравнить. А оценки с другими линзами будут основаны на моем опыте их использования ранее. Но для начала давайте Viltrox анпэкнем. Привет, блестящая коробка. Она глянцевая. Красиво. Достаем, открываем. Внутри у нас две бумажечки, на одной из которых гарантия, а на другой цифровая инструкция, доступная по QR. Вообще логично, давно пора избавляться от макулатуры. Сам объектив с блендой и крышечками у нас в пакете. А это у нас что такое? Носок. Конечно, маловероятно, что я буду его использовать по прямому назначению. Лучше туда засуну Пикачу. Да ладно. Буду хранить тут провода всякие, как обычно. Фикс. Самое время проверить объектив на хрустящесть и щелкочность. О да, все отщелкивает с премиум качеством. К качеству исполнения у меня нет никаких претензий. Цельнометаллический корпус с удобным расположением элементов управления, колесом диафрагмы, фокуса, тумблерами AF/MF, кликером диафрагмы и программируемой кнопкой. Особенно мне понравилась мембранка на кнопочке Function. Она прям такая упругая. На Sigma Art вообще бесшумная. Кольцо диафрагмы у нас меняется от значения f1.4 до f16, и на конце мы можем переключить в автоматический режим. Имеется бленда для защиты от боковых засветок. Она полностью пластиковая. Внутри никакого бархатного покрытия нет, просто такие зазубринки. Диаметр под светофильтр 77 мм, поэтому я могу спокойно использовать свой любимый Tiffen Black Pro Mist на 77 мм, который использую практически на всех стеклах. Кстати, на обратной стороне у нас резиночка, здесь есть влага и пылезащита. И за что отдельное спасибо инженерам, то что здесь достаточно мягкий угол, он не упирается в фаланги пальцев, и я спокойно могу его перетаскивать. Не так, кстати, как было с Meike. За качество исполнения этому объективу можно было бы смело дать 5 баллов, но есть одно но. И вот оно. Это фокусировочная группа, и да, она не паркуется. Ёб твою мать! Поэтому, когда вы выключаете камеру, фокусировочная группа, состоящая из нескольких линз, будет свободно вот так вот перекатываться внутри. Это на самом деле не совсем хорошо. Если вы будете таскать свою камеру в поле, в рюкзаке, и постоянные вибрации будут создаваться, и это все будет туда-сюда дергаться, это потенциальный люфт, который может впоследствии появиться. Поэтому, когда вы будете переносить эту оптику, переносите ее в вертикальном положении. Так уже никаких люфтов нет. И я надеюсь, что в следующих объективах Viltrox
эту ситуацию исправит и как-то припаркует фокусировочную группу при выключении камеры. Если вам интересна причина, почему здесь нету парковки фокусировочной группы, все на самом деле очень просто. Viltrox интегрировали моторы автофокуса своей собственной разработки. В 85 мм f1.4 Pro задействованы двойные Hyper VCM моторы, и в них пока на данный момент парковка отсутствует. Кстати, подобные VCM моторы используют и Canon в своих RF-линзах, но там парковка реализована благодаря синергии VCM мотора и Nano USM. С практической стороны отсутствие парковки в Viltrox не критично, нужно просто чуть более аккуратно переносить эти объективы. И это своего рода компромисс, на который мы идем для того, чтобы использовать суперскоростной Hyper VCM мотор. И это, на мой взгляд, самая сильная сторона этого объектива. Автофокус. Он просто молниеносный. Настолько быстрой работы автофокуса, кроме оригинальных G-Master, я еще не встречал, ребят. Я очень часто снимаю на всякие бюджетные стекла, включая корейцев, китайцев, и современные приводы автофокуса в целом дают, адекватную, хорошую стабильность слежения. Но вот с Viltrox я прям прочувствовал, как может автофокус работать еще лучше. Вне зависимости от съемки фото или видео, перестройка AF производит вау-эффект, который ты ощущаешь, как только нажимаешь на кнопку спуска затвора. В момент начала фокусировки линейные моторы со звуковой катушкой дают фокусировочной группе небольшой пинок под зад, что, как по мне, даже немного ощущается в отдаче в руку. Я сравнил скорость перестройки AF с средних дистанций до MDF на Viltrox и Sigma Art. И Viltrox сделал это в 100 FPS видео за 19 фреймов, это 1/5 секунды. А Sigma потребовалось аж 57 фреймов, почти в 3 раза медленней. В обратную сторону с MDF до средней дистанции Viltrox потратил 20 фреймов, а Sigma аж 60. Опять же, разница в 3 раза. Единственное отличие в пользу Sigma — это плавность автофокуса. Хоть он и значительно медленнее, чем у Viltrox, он менее дерганый. В реал-тайм съемке этой тряски, этой дерганности автофокуса вы, конечно же, не заметите, но вот в slow motion от нее уже не избавиться. Было бы, конечно, круто еще сравнить скорости автофокуса Viltrox и G-Master. Если у меня получится где-нибудь раздобыть G-Master 85.1.4 второй версии, то я сделаю сравнение и выложу результаты в свой телеграм-канал. Вот здесь по ссылке, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Я очень часто туда всякие штуки интересные выкладываю. Включая фоточки, сиськи, жопы, RAW-файлы, нейронки. На ZV-E1 в 4К 100 FPS при следящем автофокусе по всей площади сенсора объектив спокойно трекал глаз бегущего меня. Я, честно скажу, я упорно старался быть максимально динамичным, насколько позволяло мне мое тело. Единственное, где потеря имела место быть, это непосредственно в MDF. И когда я отвернулся, тут тоже фокус потерялся, но это уже претензии к самой камере. Еще одним плюсом для съемки видео будет полное отсутствие дыхания автофокуса. От MDF до бесконечности у вас приблизительно те же самые рамки кадра остаются, фокусное расстояние не меняется. Как итог, за привод автофокуса можно смело ставить пятюню. Вообще без вопросов, чисто 5. 5 из 5 никонов. Едем дальше. Качество картинки. Тут даже говорить не о чем. Резкость просто зашкаливает. Картинки очень сочные, контрастные, резкие. Даже в контровом освещении все выглядит на уровне достойном Тильдика Pro. Сам объектив построен по оптической схеме из 15 элементов в 11 группах. А это, кстати, для 85 мм дофига. Внутри 9 линз с высоким показателем преломления, 3 линзы с ультранизкой дисперсией и еще одна ультрабольшая высокоточная сферическая линза. Все это сдобрено HD нанопокрытием, что в итоге значительно уменьшает кому, дисторсию и другие хроматические аберрации. К слову, дисторсии у стекла вообще нет. Вот вам классический пример, я на разные диафрагмы сделал стопочку кадров. Для начала давайте посмотрим на дисторсию. Я провел горизонтальную направляющую, она у нас проходит через угол плитки, и с этой стороны тоже. И в центральной части кадра мы имеем смещение на несколько пикселей. Получается, на этом объективе дисторсия имеет вогнутый характер. То есть у нас дисторсия впуклая. И это очень хорошо, потому что вы получаете бесплатную, без регистрации SMS, пластику, которая уже интегрирована в картинку вашего объектива. Если вы будете фотографировать модели, они будут становиться чуть-чуть
чуть более стройными, более худыми, как раз на парочку миллиметров. Но если без рофлов, то эту дисторсию можно считать нулевой. Что касается резкости, кадр, сделанный на диафрагму f1.4, в центре абсолютно резкий, неудивительно. Я, к сожалению, снимаю на 24 мегапикселя, у меня нету более мегапиксельных матриц, но здесь хорошо видно, что даже по углам картинка у нас остается резкой. Закрывая диафрагму до значения f2.8, я не могу сказать, что резкость настолько сильно отличается. Да, конечно, на диафрагму f2.8 картинка становится чуть более детализированной и текстурированной, но опять же разница, я думаю, будет более заметна, если вы возьмете сенсор с 50 мегапикселями. Тогда мыло будет чуть более заметно. Но что касается 24 мегапикселей, Viltrox спокойно разрешает картинку на открытую дырку даже по углам кадра. Также у нас присутствует небольшая виньетка. Виньетирование полностью пропадает уже к значению f2.2. В контровом освещении в лоб отбрасываемые Light Leaks несут весьма деликатный характер. Такое мне даже нравится. А при Overexpose можно увидеть классические многолинзовые засветки, но и они выглядят достаточно мягко. При падении солнечного света по касательной на фронтальную линзу появляются вот такие засветки, которые полностью пропадают при условии использования бленды. МДФ у Viltrox по заявлениям производителя 79 см, а у Sigma Art 85. Но по тестам Sigma Art позволяет расположить объект съемки чуть ближе. Линейкой, конечно, замерять все эти расстояния я не стал, у меня просто нет линейки, но факт остается фактом. В остальном, по уровню картинки, резкости, контрасту и работе в контровом освещении, Viltrox можно смело ставить на один уровень с G-мастерами и Sigma Art, поэтому 5 из 5 моя оценка. Один из самых важных для меня параметров — это вес. Он настолько для меня важен, чтобы вы понимали всю абсурдность ситуации. Бэки для этого обзора я снимал на камеру ZV-E1, а в качестве объектива использовал вот этот блинчик Sony 16 мм f2.8, кропнутый. Он весит, как коробок от спичек, наверное. Вес Viltrox 85-1.4, ребят, 800 грамм. Это немало. Sigma Art 625 грамм, G-Master 550. Из ближайших аналогов Viltrox получается самый тяжелый, но хотя бы не до килограмма, это радует, спасибо как бы и на этом. Поставлю 3 из 5. Ну и заключительный параметр — это цена. Официальная цена, розничная цена, которая заявлена Viltrox, $600, 598. Это дорого? Ну, с учетом того, что у нас качество картинки, автофокус, как у G-Master, как у Sigma Art, и стоит этот объектив в 2 раза дешевле, чем та же самая Sigma Art, и более чем в 2 раза дешевле, чем G-Master, цена получается очень приятная, поэтому цена 5 из 5. Разумеется, на европейском, на российском рынках цена будет выше розничной, я думаю, где-то 1060 плюс-минус. Скоро мы это узнаем. В любом случае, хорошо. И теперь можно подвести итог. С небольшой натяжкой 9 Никонов из 10. И это действительно объектив, у которого вот этот Тильдик Pro отвечает за его внутреннее содержание. Не за кадры, которые вы сделаете, потому что снимать можно все чего угодно, а именно за качество этих кадров, техническое качество. Равы с этого стекла вы можете скачать у меня в телеграм-канале по ссылке в описании. Обязательно поставьте лайк к этому видео, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, и увидимся, пока.